Ну и чтобы было интереснее ловить, мы договариваемся поспорить, кто ловит самого крупного леща, того везут на санках. Поэтому, Денис, надо нам стараться. Пускай Юля готовится. Мы, наверное, сегодня выиграем. Я думаю, что Всем привет! Вы смотрите народный проект из Беларуси, и сегодня наша программа посвящена ночной ловле леща. Здоровенный лещ. Здоровенный лещ. Обычно говорят, что здоровенный лещ клюет только ночью. Никогда в жизни ночью я леща не ловила, особенно зимой. Ну и родилась идея все-таки попробовать его поймать, попробовать себя именно в ночной рыбалке. И мы решаемся ехать ловить здоровенных рыб. Как всегда, поиски героев. Приезжает в гости Денис. Я вспоминаю, что да, он вроде бы лещатник. И предлагаю ему половить на камеру лещей. Я говорю: Максим, конечно, я ловил ночного леща. И с удовольствием тебе покажу, как он ловится. Расскажу все, что знаю, все, что умею. Денис, в принципе, сразу соглашается. Обещал привлечь также своего друга. Назначили мы дату. Мы еще долго-долго выбирали, куда нам ехать. Или на Свирь, или на Минское море, или на Слободское. Но наш выбор пал на Вилейское водохранилище. Вилейское водохранилище. Рыбачить я здесь начал летом, лет 7 назад. В основном по судаку. В прошлом году занялся лещом, зимним лещом. Именно с ночевкой, ночной рыбалкой. Герои нашей программы – опытные лещатники, которые вдоль и поперек изучили это водохранилище. Кстати, самый большой искусственный водоем в Беларуси, поэтому на ночную ловлю леща зимой на Вилейке, на Вилейском водохранилище, я была настроена решительно. До съемок я с Денисами знакома не была. Договорились мы с ними встретиться в городе Вилейка, которое непосредственно совсем недалеко от Вилейского водохранилища, что логично. И вот, наступает день выезда. Приезжаем в Вилейку и видим множество людей, которые стоят в очереди к церкви за святой водой. Это и понятно, потому что приезжаем мы в Вилейку прямо на крещение. Время, когда верующие окунаются в прорубь, очищаются от грехов. Церковь очень красивая, называется Церковь Преподобной Марии Египетской. Построена в 1865 году на деньги мецената из Петербурга и в настоящее время является главным действующим православным храмом в Вилейке. Что интересно, совсем рядом, прямо на этой же площади, находится и костел, куда приходят уже католические верующие. Этот костел является памятником архитектуры и внесен в список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Он строился в 1906-1913 году, но совсем недолго побыл костелом, потому что в силу некоторых исторических моментов на территории Белоруссии он успел побывать и православным храмом, и складом,
и выставочным залом. И только в 1990 году он был обратно передан католической общине и до сих пор действует в городе Вилейка. Встречаемся возле памятника, довольно счастливые, интересный памятник. Его в 2007 году поставили в честь экспедиции очень известного в этих краях князя Константина Тышкевича. Этот князь в этих краях знаменит тем, что в 1857 году он построил целую флотилию из 5 судов для того, чтобы сплавиться по реке Вилия, и написал целую книгу, которая называется «Вилия и ее берега». К сожалению, она была издана через 3 года после его смерти, но до сих пор эта книга актуальна, и сейчас ежегодно проводится такая экспедиция для всех желающих, собираются люди, и вот этим же путем сплавляются по реке. В честь этой экспедиции и был поставлен этот памятник, кстати, который имеет свою интересную историю, почему это камень с женщиной. Потому что существует легенда о Вильяне и ее муже Семене. Вкратце легенда говорит о том, что за проступки мужчина, который очень любил шить и занимался этим ремеслом, был превращен в камень, но по ночам это ремесло возвращало его к жизни, и он по ночам шил. Но в один прекрасный момент он отказался выполнить какой-то заказ и остался камнем навсегда. После этого его жена Вильяна расплакалась, обняла этот камень, и вот этот образ и стал основой для создания этого памятника. Посмотрели мы памятник, садимся по машинам и летим на водохранилище. По пути заезжаем на интересное место. По берегу Вилейского водохранилища стоит несколько памятников затопленным деревням. На тот момент была очень серьезная потребность в водоснабжении Минска, столицы. Водохранилище строилось 5 лет, и в 1973 году было осуществлено перекрытие реки Вилия. Ну и за эти 5 лет ряд деревень, которые находились на этом месте, конечно, пришлось переселить, что, как вы понимаете, для тех, кто там жил, стало настоящей трагедией, но благодаря вот этой жертве и появился самый большой искусственный водоем Беларуси. Товарищи по эхолоту, когда плавали, снимали, видели остатки фундамента, колодцы, бревна, лежали, затопленный сад. Вот. Ну, рыба любит там находиться. Приезжаем на берег, выезжаем на пустырек и видим, что дует хороший ветер. Вилейское водохранилище почему-то нашу съемочную группу не радует погодой, потому что осенью мы сюда приезжали ловить судака. Был жутчайший ветер, а так как водоем огромный, ничем не закрыт, волна была... Мы были на лодочке, ловили судака, ветер был 16 метров в секунду, волна была очень высокая, это были американские горки. Про это есть отдельная программа, как вы понимаете. Ну, на этот раз я, конечно, рассчитывала, что будет более погода лояльной, но этого не произошло. Но сильно это не пугает, потому что, в принципе, у ребят хорошее оснащение, хорошие палатки, стоит в палатках отопление. Соответственно, мы грузим все быстренько в санки. И понимаем, что у нас множество вещей. Палатки, аппаратура, камеры, свет, одежда, еда. Далеко нам идти не пришлось, всего лишь метров 500-600. Одна палатка уже стоит, так как Дениса знакомый уже до этого 2 дня сидел на этом месте и, в принципе, неплохо отловил.
ставим вторую палатку. Пока все разложились, пока поставили свет, Денис начинает делать удочки. Будем ловить на мотыля, крючок и отгрузка поплавок. Такой вот двухсоставной. И что тут на это клюет лещ? Ну, вроде как да. Хорошо. Рассказывай. А у тебя еще килок на удочке. Почему? Да, потому что здесь есть течение. Он такой очень хитрый и тащит в сторону, а не выкладывает, как классическая. Поклевка? Да. Здесь стоит леска 0,12. Сегодня мы попробуем 0,1, 0,12, 0,14. Отгружаем. Почему такой поплавок? Ой, он очень информативный. Это меня товарищ в прошлом году научил такие поплавки делать самодельные. В общем, свою удочку я сделаю сама, только не знаю. Я Юле показал, как это все делается. Третью удочку она собрала сама. Ну и вот начали потихоньку ловить. Эту точку я не знал. Зимой я здесь не рыбачил. Для меня это было в первый раз. С этой стороны Вилейского водохранилища рыбачить. Ну, достаточно интересное место. Рядом бровка идет. Что самое интересное было в этой рыбалке, это, как обычно, был батл. Максим ловит со своим Денисом в палатке поменьше. Я ловлю со своим Денисом в палатке побольше. Ну и чтобы было интереснее ловить, мы договариваемся поспорить. Кто ловит самого крупного леща, того везут на санках. Ну, соответственно, все вещи проигравшие тоже везут на берег. Поэтому, Денис, надо нам стараться. Пускай Юля готовится, тренируется. Думаю, она... Денисом пусть готовится, пусть тренируется. Денисом мы посматривали, навязала там кучу каких-то модных там поплавков. Серьезная задача обловить двух мужчин. Я и начинающий рыбак Юля, которая первый раз попала на ночную рыбалку. Ну, новичкам везет. Я на это рассчитывал. Мы, наверное, сегодня выиграем. Как бы спорт такой был мотивационный. Ну и, конечно, каждому хотелось покататься на санках, как это мы любили делать в детстве. Красота. Мотивация очень хорошая. Будем работать. Поэтому закармливаем луночки и готовимся ловить рыбу. Первый закорм мы делаем Респорт лещ, летняя, замешали и полкилограмма мотыля сразу же добавили, 50 на 50. Прикормкой разбили мотыля хорошенько. Ой, так ты умеешь не сильно утрамбовывать. Чего себе ты мотыля сюда дал? Ну, А почему черная прикормка? а потому что чтоб не боялась рыбка зимой. Такое поверье есть. По кормушке одно на дно, по одной на дно выложим, а потом, да, в эту не будем кормить, потому что течение туда, справа налево идет. Оно само ко мне приплыло. Ну да. Отлично. Вот это ж 5 метров. 6 метров. И сразу не спеши открывать, пускай сцентрируется кормушка сама. 7. Можешь дно, пока ловить не будем, можешь дно нащупать. Вот примерно. Вот, да? Теперь чуть-чуть плавно приподними ее. Ну, может, рукой вот так вот приподними. И подержи чуть-чуть, чтобы она сцентрировалась, прям под лункой была. Вот, и ты немножко поддерни. Услышала, да? Наверное.
Да, все уже. В принципе, я оснащен к рыбалке нормально. Ночью это поплавочная ловля леща, обычный крючок, грузик, мотылек в луночку и сидим ловим. Тактика очень простая. Максим у нас попробовал ловить даже на безмотылку в палатке. Да, ну Расскажи. мне интересно было сейчас в вечернее время проверить несколько там снастей, потому что стандартная ловля, как я понимаю, здесь ночью это обычный крючок, поплавок. Я попробовал и мормышку обычную, и безмотылку. Результатов нет. Но будем делать так, как обычно ловят здесь завсегдатые рыбаки. Денис из моей команды принял решение ловить на пучковяз и поплавок. Мотыля сколько будем? Пучком или по одному выдавать? Ну, сколько? Пучковязом будем делать. И тадам-тадам, Аккуратненько. в серединочку. За резиночку. Ну, за счет этого мотыль, получается, не прокалывается, а просто резинкой прижат. И он достаточно долго остается живой. Ну и такой вот получается пучок. Но надо ставить чуть-чуть больше крючки. Один минус вот этой оснастки и такой вот насадки больше процент сходов рыбы. Пучковяз я пробовала делать сама впервые, но это было достаточно познавательно, интересно. Потом берешь, открываешь и лишнее берешь аккуратно пальчиками и вытягиваешь лишнее, чтобы лещ не сам вытянул. Ну все, закидываем. Разложили всю эту красоту по луночкам и начали ждать поклевки. Проверяем эхолотом лунку, а нет никого. Нету, тишина. Но не расстраиваемся, потому что по данным людей, которые до нас ловили в этом месте, Уже где-то в часов 9, и, в принципе, целую ночь она должна была проклевываться, клевать. Вчера и завтра, конечно, рыба всегда клюет. Еще клюет после 10 вечера, после 2 часов ночи и после 6 утра. То есть как-то вот эти три варианта совпали, поэтому мы решили опытным путем проверить, как это будет у нас. Ждем 5 минут, 10 минут, полчаса ждем. 1 час, 2 час, не клюет. Потом пауза, и опять не клюет. Почему у нас не клюет? Ну, наверное, потому что приехал ты. Вот поэтому мы не ловим. Буквально летом и осенью, опять же, в фильмах, кстати, это есть, и не раз уже обсуждалось, скажем, мое присутствие в экипаже с камерой всегда давало положительный результат. Ну, будем надеяться, что твоя теория сработает. Я тоже надеюсь, я не хочу рискнуть, на самом деле. И вот через несколько часов у меня в лунке поклевочка, я подсекаю, достаю. Ну, Юля такая говорит, что она поймала езя. Нет, она поймала ерша. Ну, ерш, конечно, красивый был, хороший. По свирским вообще, по меркам, это хорошие ерши. Люди, которые увлекаются и сушат его или делают уху, то это очень достаточно солидный улов. Та-дам! Ёрш. Ёрш. Это предвестник леща. Он хочет меня покоцать. Меня его отпустит? Ну, конечно. Конечно, чтобы он позвал леща. Ну, ёрш вообще считается предвестником леща. И это вкусная рыба. Ну, у нас такой задачей поймать много ершей не стояло, поэтому я, конечно, по своей доброй традиции его отпустила обратно в лунку. И мы продолжили ловить.
Ну, уже начало какое-то есть. Нам еще надо с тобой разыграть, кстати. Это кто тянет Юлю, кто тянет Денис. Я Юля, она полегче. Это будем с тобой спорить. Давай камень, ножницы, бумага. Завтра, ну подожди, давай сначала. Нам надо выиграть. Нет, Подожди, мы еще не сдались. Ты уже сдался. ну да, что нам делить, мы же еще не проиграли. Честно сказать, вот такого клёва, как сегодня, этой ночью, не было, наверное, у меня никогда в жизни. Просто сидели как, ну, как говорят, как клёв, как в колодце. То есть поплавки чуть-чуть шевелились, но это видно, была какая-то проходящая рыба, которая просто задевала леску. Ой, бляха. Ну, чего ты. Была поклевка такая. Была. Не подергунчика, была поклевка. Сидим, рыба не клюет. Я уже сижу и думаю, надо что-то менять, что-то делать. Ну, то есть у рыбаков же куча отмазок, даже когда он не поймал, да? То есть они ищут всегда во всем какую-то причину, ну, как, только не в себе, да, не в своих снастях. Начали цеплять мотыля по разному способу, и колечком, и по 5 штук. Начали пользоваться пучковязами. И на пучковяз мы как одевали и крупного мотыля, так и пробовали цеплять и кормового. Получается такая вот красивая гуля. Сам бы съел. Да. Так как мы и кормились кормовым мотылем, соответственно, в теории лещ у нас быстрее возьмет наш красивый кусочек. Покажи, как лещ будет брать. Не так, сделал так, Какую леску используешь? Ну, когда клюет лещ, то, конечно, можно ставить и 0,14, и 0,16. Ну, когда не клюет, замороченный клев, как сегодня, то... Ну, я так понимаю, когда не клюет, можно вообще не ставить. Да, можно вообще просто посидеть, даже удочки не закидывать. Но почему-то все у нас никак не было поклевок. Денис пришел с эхолотом, посмотрели в лунке, рыбы нет. Вообще ужас. Это как сидишь в аквариуме и ловишь непонятно кого. Какая глубина? Так, ловим мы сейчас на глубине 7-10. Что 7-10? 7 метров 10 сантиметров. Ты что, так вымеряешь прямо шурка? Конечно. А чем ты меряешь? Эхолотом? Эхолотом. Ты хитрый. Да. В эхолоте тут рыба здесь была? Нет. Рыбы даже сегодня не было тут даже в эхолоте. Я знаю, что вчера на этих лунках рыба была. И были изловлены лещи ночью. Также в 8 часов, как и сегодня, начались подергунчики какие-то. Ну, вроде потом должно расклеваться. Но Денис обещал рыбу, посмотрим. Ну, дело за малым. Осталось поймать рыбу. Но мы ее поймаем. В любом случае, она у нас будет. И мы начинаем засыпать. Несмотря на то, что палатки удобные, столько человек в них не помещается. Наша съемочная группа, ребята, ну никак там комфортно не разместиться, поэтому мы с оператором отправились спать в машину. Я решил поспать прямо в палатке. У меня все оборудовано, теплообменник, угарный газ выходит наружу. Денис ловил всю ночь, сидел, смотрел за поплавками, а я со своей съемочной командой выдвинулся к автомобилю, и в тепленькой машинке засопели носики. И мы решили хорошо отдохнуть. Просыпаюсь я по будильнику в 6 утра. Как обещали, начинается клев. Начинает во всех 3 лунках шевелить поплавки. Значит, он подошел, он кормится и ходит, задевает слезку. Первая поклевка, классическая выкладка. На Юлину сделанную удочку достаю вот такого леща. До килограмма где-то. Мы не взвешивали его, грамм, может, 800. Да, поспали мы где-то часа 3-4, выспались, счастливые, довольные.
под телефонный звонок и сообщение о том, что был изловлен здоровенный лещ, мы побежали к палаткам. Бежим, потом тихо-тихо подкрадываемся. Вообще ночная ловля леща и вообще ловля леща этой осторожной рыбы требует тишины, что мы со своей съемочной группой не всегда можем предоставить, в силу того, что здесь это надо это поставить, тут оператору удобно снимать, тут неудобно. Но в этот раз мы уже старались тихонечко прокрасться в палаточку. И на самом деле мы видим, что что-то происходит. Поплавочки с этими крылышками, они тут шух-шух-шух-шух, ходят стайки рыбы. Пока они шли, у меня была еще поклевка, у меня был сход досадный, маловатые крючки поставили. Пришли мы к палаткам, видим эту красивую рыбу. Ребята бегут в свою палатку, а мы грустные с Дениской идем в свою. Мы, конечно, очень обрадовались. Но эта радость была с привкусом поражения. Мы поняли, что мы, наверное, из-за одной этой рыбы проиграем. У нас все шансы потягать санки. Это нас очень сильно замотивировало. И мало того, что это замотивировало нас, это как бы замотивировало и наших противников. И они тоже начали думать, как выходить из этой ситуации, потому что первый лещ наш. Тут бах, еще одна поклевка, третья. Достаем такого уже под килограмм лещика. Та-да! У нас уже 2 трофея. Ну все, это конец. Это был конец. Максим чуть не заплакал. Еще остается у нас время для борьбы, соответственно, мы упорно продолжаем ловить. Уже расцвело красивый рассвет, но ужасный ветер и снег не дают нам, скажем, побегать по лункам, приходится все равно сидеть на одном месте. Ну, с учетом того, что всю ночь не клевало, я считаю, что это серьезно. Вот, ну и я как-то сильно тоже хочу поймать рыбу. Смотрю на свою лунку, смотрю, начинаются такие чин-чин-чин, я такая вытягиваю, аккуратно вытягиваю. Денис такой: Юля, аккуратно. Я говорю, это небольшое что-то, небольшое. Достаю мотыля и смотрю, что подлещик лежит в лунке. Он отцепился прямо под лункой, но так как мы его с глубины доставали, 7 метров, он был очень немножко контуженный такой, перепад давления, и он просто в лунке лежал. Я такая: упс, крючок оторвался. Денис не растерялся, хватает его, достает из луночки и говорит: на, уже тебе твою рыбу. И он такой красивенький, серебряненький. Ну, я, конечно, поцеловала его, отпустила. Мы с Денисом напряглись. Клюют ерши. Ребята вообще сидят без поклевок в соседней палатке. Они уже прекрасно понимают, кто кого будет катать на саночках. Но тут Максим решает все-таки побороться. Он все-таки, несмотря на этот шквалистый ветер, снег, мороз, пошел ловить, проверять свои лунки. Я с вечера еще подготовил порядка 10 лунок, закормил их. С утра их тоже закормил. Но все-таки ему улыбнулась удача, и он все-таки хоть что-то поймал. Ну, конечно, это нас не спасло. В принципе, если бы было время, скажем, с утра побольше и не рано уезжать, то, я думаю, что-то бы интересное было. В течение 10 минут было изловлено порядка, по-моему, 4 рыбки. Вот, 2 хорошие плоточки, и 2 подлещика.
Кто-то сзади подошел, постучал по плечу и сказал: сворачиваемся, потому что еще куча дел. Времени остается все меньше по весу и по размеру рыбы. Команда нас переплюнуть не может. Вот. Поэтому наш спор окончен. Победила команда наша с Денисом. И мы уже в предвкушении, как поедем на саночках к берегу. Но тут возникает непредвиденное обстоятельство. Мы не помещаемся в санки. То есть либо мы, либо вещи. Максим с Денисом завозят вещи один раз, возвращаются, и мы снова не помещаемся в эти санки. Поэтому принимаем решение, что они нас покатают на санках, но мы как бы дойдем до берега сами, вещи разгрузим и в пустых санках уже покатаемся. Разгрузили санки, посмотрели друг на друга, пошли на лед катать своих победителей. Максиму повезло намного больше. Он вез Юлю, а меня вез Денис. Весовые категории разные. Устал больше Денис почему-то. Классно покатались, наржались, насмеялись, получили массу удовольствия, подышали свежим воздухом, было все классно. Вот воспоминания прям детства. Когда в детстве меня отец катал на санках. Вот. И сейчас прошло столько лет. Здоровый дядька меня тащит на санках, потому что проиграл. Очень круто. Когда ты взрослый, ты очень редко задумываешься о том, что, приносило тебе радость в детстве. И редко возвращаешься к этим занятиям, если у тебя нет своих маленьких детей. Вот. На этот раз я себя почувствовала ребенком. Мне было круто, весело, и я бы с удовольствием еще покаталась на саночках. И особенно мы выиграли спор, и я поймала первую рыбу и небольшого подлещика. В общем, мне очень понравилось, несмотря на погоду, несмотря на все сложности, которые ждали нас во время этих съемок, я получила настоящее удовольствие от общения с ребятами, от общения с природой, от ловли рыбы. К сожалению, кулинарную рубрику в этой программе мы не сняли, потому что очень-очень сильный ветер, очень холодно. Вот. Но вкусненькие подлещики подождут следующего раза. Спасибо большое, что посмотрели эту программу. Увидимся в следующий раз на новой рыбалке.